Продолжаю свой собственный челлендж «Зона глаз» за 5 уроков. И я надеюсь, что вы наконец-то присоединились все вместе к этой моей задумке. Я Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица, а также практикующий физиогномист. Но об этом мы поговорим в конце видео. Я начала преподавать, показывать вам здесь уроки, 5 уроков, 5 упражнений для того, чтобы укрепить круговую мышцу глаза. Это комплекс упражнений, встроенный в комплекс гимнастики для лица. Я человек с опытом более 11 лет уже и с ученицами по всему миру. Это мой результат, я хорошо выгляжу, мне 45, и, собственно, я отлично себя чувствую. Испанцы очень удивляются тому, как я молодо выгляжу, а я просто привыкла за собой ухаживать. И среди моих достаточно старых видео есть такое видео «10 секретов моей красоты и молодости». Вот здесь, посмотрите, пожалуйста. Там помимо фейсбилдинга есть еще кое-какие другие манипуляции, которые я произвожу со своим телом, со своим лицом и вообще со своей жизнью. Поэтому вы можете полюбопытствовать. Но сегодня мы с вами изучим упражнение номер 4. Оно несложное, но делать его нужно. И это не только упражнение для подтяжки круговой мышцы глаза, но оно затрагивает напрямую здоровье глаза, потому что упражнение сегодняшнее улучшает омывание глазного яблока глазной жидкостью. Если вы немножечко лучше знаете анатомию, чем уровень школы, вы знаете, что наше глазное яблоко, в глазах нет лимфы. Лимфа идет по всему организму, но в глазах есть отдельная глазная жидкость, которая омывает глазное яблоко. Если с ней проблемы, то вы плохо видите. Это один из моментов. Поэтому сегодняшнее упражнение улучшит ее циркуляцию. Если вы любите свои глаза, если вы работаете в офисе, либо вам приходится напрягать свое зрение в связи с работой или в связи с тем, что мы зависимы от гаджета и постоянно торчим в смартфонах, либо в планшетах, либо в ноутбуках, то изучите это упражнение и вместе с другими, которые были в предыдущих 3 уроках, вы получите себе полноценный комплекс по уходу за вашими глазами. Поехали! Делаем несколько дыхательных упражнений. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это можно делать достаточно медленно, не надо спешить. Вдох. Вдох-выдох должны быть достаточно глубокие. Выдох. Как я в прошлый раз предложила, вы можете сделать вдох, поднять плечи вверх и бросить их вниз на выдохе. Еще разок. И если вы вдруг спали, вы просыпаетесь. Чудесно. Значит, разминку для глаз я давала в 1 уроке, но давайте пройдемся по упражнениям. Вы садитесь ровненько. Я, честно говоря, гимнастику для глаз делаю стоя, но вы можете сесть так удобнее. Взгляд вверх, только взгляд. Вы смотрите в космос, как будто бы сквозь голову. Вверх и вниз. Когда вверх, вы смотрите в космос. Когда вы смотрите вниз, вы смотрите в ядро Земли. Работают только глаза. Голова у вас не гуляет туда-сюда. Вверх, вниз, вверх, вниз. Теперь вправо, влево, вправо, влево. Вы делаете тоже 10 раз. Потом вот такие вот круги. Сначала там против часовой стрелки. Потом в обратную сторону. В обратную сторону тоже. 3-4 круга. Угу. И сегодня я вам дам еще одно упражнение, которое снимает спазм аккомодации. Что такое спазм аккомодации? У кого есть такие проблемы, они знают и, скорее всего, его делают. Кто не знает, это когда глаз не может быстро сфокусироваться на нужном объекте, перейти от объекта, который он рассматривал далеко, к объекту, который находится ближе. Смотрите, это простое упражнение. Как бы мне так сесть, чтобы вам было лучше видно. Вот вы садитесь, спина, естественно, ровная. Вот кончик пальца. Вы смотрите глазами на кончик пальца. Вот. И вы медленно отодвигаете палец на расстояние вытянутой руки. И смотрите на кончик пальца.
Теперь очень медленно возвращайте его к кончику носа. Еще раз. Пожалуйста, вот этих движений вы не делаете, у вас голова будет болеть. Тем более, если вы уже человек в возрасте где-нибудь там 50+. Вот я иду к этому настойчиво. Понятно. Теперь, после того, как вы сделали первое упражнение, второе упражнение, третье упражнение, сегодня у нас четвертое, мы делаем четвертое. Делается оно, выполняется вообще супер-мега просто. Но желательно, чтобы кто-то посмотрел на вас со стороны. Вы закрываете глаза. То есть вы расслабленные такие. Вы закрываете глаза. Вы берете по 3 пальчика и располагаете их. Смотрите, найдите нижнюю часть глазницы, косточка. Косточка, вот она. Это глазница. Вот у вас глазница и вот косточка. Вы ставите пальчики на нижней части глазницы. Поставили. После того, как вы закрыли глаза. Теперь, что вы делаете? Вы зрачки поднимаете вертикально вверх. В космос. Выглядит с закрытыми глазами на счет 3. Вот так. 1, 2, 3 и вниз. 1, 2, 3 и вниз. Вниз вы смотрите вниз в землю. 1, 2, 3 и вниз. Еще раз. 1, 2, 3 и вниз. Я не знаю, давайте вот так я вот сделаю сейчас. 1, 2, 3 и вниз. Видите, у меня как яблоки идут вертикально вверх. Так нужно сделать 30 раз. И очень важно, чтобы когда вы поднимаете глазное яблоко, зрачки поднимаете вверх, у вас веки не открывались вот так. Вот так не делали. Понятно? Вот этого надо избежать. Поэтому, если рядом с вами во время этих манипуляций с круговой мышцей глаз окажется кто-то из ваших родственников, муж, жена, дети, какие-то друзья, попросите их посмотреть, не открываются ли у вас веки. Да, и не становитесь ли вы похожи на зомби. Потому что веки у вас должны быть закрыты. Именно для этого мы держим вот здесь вот пальчики. Есть. После того, как вы сделали это упражнение, вы открываете глаза. И если у вас проблема со спазмом аккомодации, вы делаете вот это упражнение. 3, 4, 5 раз. Больше не нужно. Оно приведет в порядок ваши глаза, и они себя будут хорошо чувствовать. Запомнили, да? После этого упражнения вы легонечко глазками моргаете, веками, вот так вот ресничками. И переходите к пятому упражнению. Пятое упражнение будет опубликовано в следующую среду на этом самом канале. Поэтому, пожалуйста, делитесь моим каналом с собой, становитесь моим подписчиком, с друзьями, со знакомыми. Возможно, это кому-то надо. Кто-то, возможно, ищет эти упражнения. И пусть ваша зона глаз будет здоровая и красивая. Но мы с вами обязательно на последнем занятии поговорим о том, какая в этом польза. Вот какая в этом польза. А сейчас, как я и обещала, я немножко расскажу, что я делаю как физиогномист. И я смотрю, воспринимаю изменения на нашем лице. Как тренер по фейсбилдингу я могу порекомендовать вам, составить для вас комплекс упражнений и позаниматься с вами, безусловно. Но как физиогномист, как человек, который знает значение возникновения всех морщин и всех изменений на лице, я бы предложила вам понять, откуда они взялись. В большинстве случаев, большинство изменений на лице происходят в результате получения нами жизненного опыта. И главный фактор, который влияет на наличие у нас либо отсутствие глубоких носогубок, да, гусиных лапок, сморщенного носа, да, обвисших бульдожьих щечек. У меня, кстати, на эту тему есть отдельное видео, можно посмотреть. Вот, треугольная мышца депрессор, да, там, вот на это все влияет наш стиль жизни.
И знаете, это не только мое наблюдение, это не только мой опыт, это опыт моих клиенток, это опыт моих учениц. Если вы понимаете, что происходит на вашем лице и понимаете причины, занимаясь фейсбилдингом, вам гораздо легче на эти причины повлиять. И вы просто с помощью определенных упражнений целенаправленных улучшаете свой внешний вид и поднимаете свою самооценку. Вот вам такой подход от меня. Я принимаю на разбор лица, провожу консультации индивидуальные, родителям про детей, про таланты детей. Консультирую пары, если есть какие-то конфликты, потому что на лице очень хорошо можно прочитать особенности характера человека. Вот, и что с этим можно сделать? Провожу коуч-сессии. Я автор уникального обучающего мини-курса под названием «Опасные мужчины». Здесь можно про него почитать, посмотреть. Если вы, свободная женщина, находитесь в поиске партнера, какого бы то ни было, вам имеет смысл научиться максимально рано определять, что относится ли мужчина к потенциально проблемным людям, вот, чтобы избежать дальнейших сложностей в вашей жизни. У меня в этом мини-курсе рассмотрены только 5 основных типажей. Это манипулятор, это жлобяра, да, это жмот. Это переборщик, мужчина, который никогда вас не выберет, хотя и вы можете жизнь провести в этом ожидании, но если вы не поняли по его лицу, что он не изменится, то вы будете очень сильно страдать. Бесприданник, у которого ничего нет, и жертва, да, то есть вот эта жертва, в манипуляции которой женщины часто попадают, потом плачут, потому что жертва очень много у них отбирает. Поэтому, пожалуйста, этот курс можно приобрести, у меня в шапке профиля есть прямая ссылка на ресурс, приобретайте его и обучайтесь, можно получить пакеты с моей поддержкой, там выберите, что вам больше нравится. Вот, хорошо, я остаюсь с вами, и мы увидимся в обязательном порядке с вами. Будем изучать 5-й урок на зону глаз для укрепления круговой мышцы глаза в следующую среду. Пожалуйста, следите за моими анонсами. Обнимаю всех вас крепко.